Как оно выручает? Универсальное тесто на йогурте. Из него можно приготовить пиццу, пирог, пирожки с абсолютно любой начинкой. Также можно испечь хачапури, лепешки и многое другое. По продуктам оно не затратное, и каждый сможет его приготовить без труда. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Наливаем в миску 100 мл теплой воды. Всыпаем в воду 7 грамм сухих дрожжей. Это один пакетик. Еще всыпаем 2 столовых ложки сахарного песка и немного перемешиваем. После добавляем одно яйцо, 70 мл растительного или сливочного масла. Если сливочное, то немного его подогрейте. Еще чуть-чуть перемешиваем. Подсаливаем щепоткой соли и плюхаем туда же 150 грамм натурального йогурта. Кстати, все продукты заранее достаем из холодильника. Они должны прогреться до комнатной температуры. Смешиваем все ингредиенты и в самом конце всыпаем просеянную муку. Ее необходимо 450-500 грамм. 450 грамм всыпаем сразу, а после смотрим по консистенции теста. Мука по влажности у всех отличается. При необходимости подсыпаем. Замешиваем эластичное, мягкое и очень универсальное тесто. Собираем его в комок, накрываем пленкой и даем постоять 1 час в теплом месте. Тесто должно увеличиться в 2 раза. После чего делим его на порционные кусочки. У меня получилось 12 штук. Накрываем пленкой наши заготовки и даем постоять еще 10 минут. Все готово, с тестом можно работать. У нас сегодня на ужин мини-пицца. Выпечка из такого теста получается очень нежная. Оно по структуре пористое и воздушное. Даже на следующий день тесто остается мягким и вкусным. Берите и делайте. Радуйте своих любимых. Спасибо за лайк и комментарий. Приятного аппетита! Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!